Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Берлин ищет рынки сбыта и источники энергии. Шольц посетил Казахстан и Узбекистан. Каковы перспективы с замещением России среднеазиатскими энергетическими и трудовыми ресурсами? И почему господин Шольц, собственно, не дождался итоговой пресс-конференции с президентом Казахстана и сбежал? Если следить за немецкой прессой, зачем туда поехал Шольц, там все однозначно. Поехал настаивать европейские ценности и необходимость соучастия Украины во всех, соучастия Казахстана во всех проукраинских делах и, соответственно, в присоединении к антироссийским рестрикциям. Санкции – это неправильно. Рестрикции – это правильно, поскольку санкции – это ООН, а рестрикции – это то, что вытворяют господа европейцы. Если с этой точки зрения, то никакого успеха он не добился. Слова Токаева по поводу того, что такое воевать с Россией, я приводить не буду. Надеюсь, что все уже прочитали. Если говорить о Казахстане, то ехал он с надеждой о том, что удастся договориться об увеличении поставок нефти, казахстанской нефти марки «Кепка» по системе транснефти на завод в Шветте прежде всего. Это действительно беспокоит. По тем данным, которые есть, завод в Шветте работает на 50% мощности, а до того, как были разорваны отношения с Россией, именно этот завод обеспечивал столицу Федеративной Республики Германии и, соответственно, округ Бранденбург, это аэропорты, это более чем достаточное количество автомобилей и так далее. Никакой информации по поводу того, чтобы какие-то подвижки здесь появились, мы не услышали. Вероятнее всего, это означает, что их просто нет. Но проблема не в нежелании руководства Казахстана увеличивать вот таким образом экспорт своей нефти. Если внимательно посмотреть на основные добывающие проекты в Казахстане, они все работают на основании соглашения о разделе продукции. И сам Казахстан контролирует чуть больше 20%, 20-21% добываемой нефти на его территории. То есть переговоры Шольцу, если на эту тему и вести, то как раз с американскими компаниями, с европейскими компаниями, с кем угодно еще. И не забыть, что после этого еще будут переговоры с Транснефтью. Какие-то транзитные условия нужны, какие-то транзитные платежи нужны, ну и так далее. Не будем углубляться. Что еще могло интересовать в Казахстане и Узбекистане, это попытка хоть что-то противопоставить растущим проектам сотрудничества центральноазиатских республик с Китаем и с Россией. По приказу из Вашингтона Европа вообще и Германия в частности должны еще и разрушить свои связи с Китаем, чем, собственно говоря, они старательно и занимаются. Что из этого может получиться, то на что многие, наверное, из нас чисто эмоционально будут смотреть отрицательно, это проекты по добыче редкоземельных металлов. И на территории Казахстана, и на территории Узбекистана их более чем достаточно. Наверняка раздадутся голоса о том, что Центральноазиатские республики предают интересы России. Мне до слез нравится. У центральноазиатских государств, оказывается, самое главное – соблюдать интересы России, что, в общем-то, звучит несколько странно. Здесь есть два нюанса. Об этих месторождениях, разумеется, достаточно хорошо известно. Основная их часть была открыта в советское время, советскими геологами, Министерством геологии СССР, ныне почившим в БУЗе. Но тут два момента, о которых надо говорить вслух. Реляция о том, что мы всех победили, и все у нас замечательно, это, пожалуйста, в других местах. Пункт первый. Статистика показывает, что время начала разработки открытых месторождений твердых полезных ископаемых от момента открытия до начала разработки в России составляет 22 года. Сказать, что это привлекает иностранных партнеров, тех, кто имеет вот такие месторождения, но у меня не получится.
Вот можете уговаривать, не уговаривать, но такие сроки для развивающихся государств, которым нужно развиваться, а не ждать 20 лет, не буду продолжать, по-моему, здесь и так все ясно. И второй момент, если говорить о редкоземельных металлах, у нас внутри России рынка нет. Редкоземельные металлы – это прежде всего электроника, это то, что касается оборудования солнечных ветряных электростанций, вот чего нет, того нет. То, что в это направление пошел именно Росатом, это, на мой взгляд, продолжение выстраивания все той же вертикально интегрированной структуры на новом рынке. Почему Росатому интересно то, что связано с редкими редкоземельными металлами? Это ветряная электростанция. Локализация производства всего, что с этим связано, это Росатом. К сожалению, поддержки со стороны каких-то других наших компаний, корпораций мы пока не видим. Может быть, они со временем появятся, но пока даже того, что мы добываем, нам хватает с избытком. Заниматься экспортом нет ни малейшего желания. Месторождения на первоначальных этапах, они требуют возврата инвестиций, а на мировом рынке у нас Китай, и бороться по ценам с ними просто невозможно. По той же причине Росатом, собственно говоря, пошел во все, что связано с производством литий-ионных батарей, а теперь уже и самих электрокаров. Проблема все та же. Да, на территории России месторождения есть, рынка нет. Для того, чтобы появился рынок, Росатом делает вот такие шаги. Он идет в направлении не атомные и не энергетические. Я имею в виду автомобилестроение. Удастся ли каким-то образом шевельнуть тенденции? Ну, вроде бы за развитие производства электроники взялись. Будем надеяться, что какие-то подвижки здесь будут. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. То есть, как бы это помягче сказать, мы оказались просто технологически не готовы вот к тому рывку, который сейчас на планете наметился. Другое дело, что с развитием именно легковой электроавтомобилизации дела обстоят не самым веселым образом. Что происходит с Volkswagen, с другими производителями электроавтомобилей, тоже, надеюсь, хорошо известно. Кто в Европе еще остался, потихоньку перетекает в Китай, стараясь закрыть все, что есть в Европе. Рынок сбыта падает. И та же история с Volkswagen. В общей линейке производимых автомобилей на долю электрических приходится 7%. Но этого вполне достаточно, чтобы сворачивать в том числе и более маржинальное строительство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Одна из причин явные перекосы, ну, это опять же проблема Европы, законодательное требование о том, чтобы количество автомобилей с ДВС уменьшалось по годам, там даже какой-то график выстроен. Тем не менее, Росатом в этом направлении настроен вполне оптимистично, потому что те литий-ионные батареи, которые будут производиться в Калининградской области, в Московской области, они рассчитаны отнюдь не только на легковые автомобили. Промышленные автомобили – это немножко другое, горнодобывающая техника – совсем другое. Те платформы, то есть, ну, грубо говоря, емкость, в которую можно поставить необходимое количество литий-ионных аккумуляторов, они Росатомом выстроены так, что подойдут и для пассажирского транспорта внутри городов, и для подъемников где-нибудь в шахтах, там, где востребованность может быть значительно больше. Так что в этом отношении, к сожалению, мы можем только наблюдать о том, как идут переговоры европейских партнеров центральноазиатских стран, потенциальных, так скажем, удастся ли там организовать производство, удастся ли пристроить европейские технологии, пока сказать сложно, все на первоначальных этапах. Ну и поскольку Шольц ничего бодро не отрапортовал о том, что он добился каких-то невероятных успехов, я думаю, что вот эта первоначальная стадия
переговоров будет продолжаться еще какое-то время, значит, у нас есть люфт для того, чтобы подтянуть собственные компетенции хотя бы на более-менее приемлемый уровень. Постараться уйти вот от этой странной статистики, от открытия до разработки месторождения 22 года, это, ну, придумайте сами там какие-нибудь эпитеты, а то Максим на меня обидится, а оператору потом придется запихивать. Что касается политических целей, опять же, ввиду отсутствия бодрых репортажей от моего любимого политического деятеля Германии, мы ничего не слышим. Видимо, поскольку Грузия там не сильно далеко от Казахстана и Узбекистана находится, если линейку прикладывать, видимо, стал опасаться того, что ответной реакцией будет запрет замечательных европейских ЛГБТ-ценностей и еще чего-нибудь. Решил не пережимать. Так что смотрим, что будет. Будет ли подвижки со стороны Казахстана по увеличению объемов поставки по трубопроводу, сказать сложно. Если смотреть на результаты полугодовой деятельности КТК, Каспийской трубопроводной корпорации, то увеличение отгрузок порядка 5% уже зафиксировано. Это говорит о том, что это более гибкий механизм, и компании, добывающие нефть на территории Казахстана, считают, что это выгоднее. Действительно, морской экспорт из акватории Черного моря позволяет работать с самыми разными потребителями и не завязываться на одного. Я не думаю, что кто-то оценивает перспективы завода в Швеции сколь-нибудь оптимистично. Все знают, какие сложности возникли, все прекрасно осведомлены о том, что Польша положила глаз на этот завод, понятно, что будет доводить его до той ситуации, когда выкупать его будет максимально выгодно. То есть это та кража, которая Германии особенно большой пользы точно не принесла. Нам еще неизвестно из открытых источников, чем закончились, каковы были результаты встречи. В Центральной Азии есть такие целые серии встреч с возможными партнерами. 5 стран Центральной Азии плюс кто-то. Вот в таком режиме прошла встреча центральноазиатских глав центральноазиатских государств с Хером Шольцем. Какие вот там результаты, какие коммюнике, ну, пока еще просто не поступило в открытые источники, пока еще не видел, не успел оценить, но вряд ли там мы услышим хоть что-то, кроме общих слов. Если говорить об интересе центральноазиатских государств, то действительно та проблема, которая перед ними стоит, это проблема воды. Я, конечно, не говорю о Киргизии и Таджикистане, но равнинные, так скажем, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, для них это важно. В Европе есть технологии экономного полива сельскохозяйственных всевозможных растений. Может быть, вот здесь какой-то практический интерес и будет. Россия водосбережением не занималась, как известно, чтобы там в мире с потеплением не происходило, стаканчик воды в Байкале у нас всегда найдется. Так что здесь действительно технологии нашим партнерам по Центральной Азии придется искать вот там, где они есть. В Израиле сейчас искать неловко, может быть, что-то разумное смогут предложить европейцы. Смотрим, наблюдаем. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, не дожидайтесь, пока нас и YouTube заблокируют вместе. Подписывайтесь на наш Telegram Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты желающих финансово помочь нашему проекту с этим переходом. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Напоминаю, что после полного отключения монетизации со стороны YouTube единственный источник финансирования нашего проекта «Геоэнергетика Инфо» является спонсор.ру со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том случае, если ваша поддержка, уважаемые зрители и слушатели, прекратится и независимое существование проекта «Геоэнергетика Инфо». Не забывайте об этом. Подписывайтесь. Это недорого, не дороже чашки кофе, но позволит сохранять нам действительно независимость, оставаться вне поля зрения возможных спонсоров, которые наверняка будут пытаться навязывать нам свою политику.
При вашей поддержке мы останемся действительно независимым информационным порталом. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.